Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц из разных стран, разных городов, разных континентов. Спасибо за ваши просмотры, лайки, комментарии, пожелания. Я сегодня к вам вот с такими ниточками. Мы с ними уже работали, даже с такой палитрой работали. Но и с новым узорчиком. Итак, новички. Кто еще не знает эту пряжу, знакомьтесь. Называется она Alize Angora Gold Simli. То значит блестящая. Итак, в моточке 100 грамм, в 100 граммах 500 метров по составу. Это 75% акрил, 20% шерсть и 5% металлик. За счет металлической ниточки, видите, как блестит красиво. Так, нам здесь советуют брать крючок от 2 до 4. И сразу, пока не забыла, назову цвет. Так, цвет 71. Он такой интересно сиренево-серый. На камеру, возможно, передается более серым, но интересный цвет. Итак, я данную пряжу вяжу крючком номер 3. Так, сейчас сфокусируется. Вы, в свою очередь, берете любую пряжу, не только такую, которую показываю я. Узорчики универсальные. И получается, из разной пряжи узорчик может выглядеть по-разному. Где-то лучше, где-то хуже. Поэтому пробуйте. Самое главное, правильно подберите крючок. Точно так же прочитайте инструкцию, аннотацию к своей пряже. Правильно подберите крючок, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, схемку к сегодняшнему узорчику я прикладываю. Схемка, в принципе, читабельная, но качество какое есть. Мы с вами договаривались, если схемка есть хорошего качества, я вам показываю. Если она плохого качества, либо у меня ее нету, то не показываю. Но сегодня, в принципе, все понятно. Тем более она разноцветная, так, то есть вы все поймете. Кто уже умеет работать самостоятельно со схемками, работайте самостоятельно. А кто еще пока не умеет, повторяйте за руками. Но обязательно отмечайте, какой элемент мы с вами провязали, посмотрели его на схемке. Провязали, посмотрели, провязали, посмотрели. Так вы быстрее самостоятельно научитесь работать с любыми схемками в будущем. Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 6 петелек. Давайте я наберу 5 раппортов, это получается 30 воздушных петелек. И одну петельку дополнительно, чтобы узорчик красиво ровно закончился. Итого я набираю 31 воздушную петельку. Ну, а вы смотрите, сколько вам необходимо. Итак. Вначале все как всегда. Петелька фиксации. При наборе петелек мы данную петельку не считаем. Теперь я набираю 31 воздушную петельку. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31. Вот мой будущий образец. Далее, новички, как во многих узорчиках, я предлагаю вам сделать вспомогательный ряд из столбиков с накидом, чтобы мы не запутались в воздушных петельках, да, а в столбиках мы точно не запутаемся. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка 5-ю петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид. В 5-ю петельку аккуратненько вводим крючок, вытягиваем ниточку, провязываем по 2 петельки. Это наш столбик с накидом. Дальше накид. По порядку в следующую петельку цепочки нырнули, вытянули ниточку, провязали еще один столбик с накидом. И так мы с вами проходим всю получается, цепочку. В каждую петельку провязываем столбик с накидом. Сами себя контролируем. Количество по итогу столбиков будет равно столько, сколько у вас получается петелек в цепочке. Вот если у меня 31 воздушная петелька, значит у меня будет 31 столбик. И не забывайте, первые 3 вот эти петельки подъема, которые провязали, это имитация столбика. Считаем за столбик. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 столбиков я уже провязала. Давайте самостоятельно до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Несложно у вас получится. Давайте. Так, смотрите, вот получается наши столбики. Все ровненько, аккуратненько. Теперь приступаем непосредственно к узорчику. Для начала 2 воздушные петельки подъема. Раз, два. Поворот. Дальше накид. Сюда же в этот же столбик нырнули, вытянули ниточку. У нас 3 петельки на крючке. И все их вместе провязали. Оп, получается полустолбик с накидом.
Дальше, смотрите, провязываем столбик без накида. По порядку идем по нашим столбикам предыдущего ряда. Теперь смотрите, в следующий столбик нырнули, вытянули ниточку, держим, не провязываем. Считаем 1. В следующий по порядку столбик точно так же 2. Держим. И в следующий 3. И только теперь все петельки провязываем вместе. Это получается у нас 3 столбика без накида с общей верхушкой. Пока повторяйте, потом поймете принцип узорчика. Следующий по порядку столбик нырнули, вытянули ниточку, столбик без накида. Теперь смотрите, накид и следующий столбик, смотрите, как провязываем. Нырнули, вытянули ниточку, провязали все 3 петельки вместе. Полустолбик получается с накидом. Накид, нырнули, вытянули ниточку сюда же. И провязываем по 2 петельки, это будет столбик с накидом. Опять накид, сюда же опять вернулись и провязали 3 петельки вместе. Полустолбик с накидом. Поняли? То есть у нас здесь 3 петельки, получается, провязали вместе, а тут в одну петельку провязали 3 столбика. Дальше повторение. Столбик без накида. Дальше 3 столбика провязываем вместе. 1 с общей верхушкой, 2, 3. Провязали. Столбик без накида. А вот в этот столбик будем провязывать 3 столбика. Вначале столбик, полустолбик с накидом. Потом столбик сюда же с накидом. И опять полустолбик с накидом. Угу. У нас как бы такая небольшая волна начинается. Видите? Волна идет. И все, вот так вот провязывайте до конца ряда. Опять столбик без накида, 3 столбика вместе с общей верхушкой, столбик без накида. Потом в этом столбике будут 3 столбика. Полустолбик, столбик с накидом и еще один полустолбик. Поняли, да? Все. И вот так до конца ряда. Несложно. Давайте самостоятельно. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот провязали практически до конца ряда. Вот такие небольшие волны получаются. И как мы заканчиваем ряд. Вот мы провязали столбик без накида. Дальше делаем накид. И там, где 3 петельки подъема у нас были в предыдущем ряду, мы за 3-ю петельку беремся, вытягиваем ниточку и провязываем 3 петельки вместе. Это полустолбик с накидом. Дальше делаем накид и сюда же, в эту же петельку, провязываем столбик с накидом. Все. На этом наш ряд закончен. Дальше 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И теперь мы с вами будем работать с нашими петельками, которые мы провязывали вот вместе. 3 столбика без накида с общей верхушкой. Итак, 2 накида. Беремся за верхушку данного столбика. Вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2, 2, 2. Получается столбик с 2 накидами. Вот такой высокий столбик. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Возвращаемся сюда же, в эту же верхушечку, и делаем 2 накида. Вернулись и провязали точно так же столбик с 2 накидами. 2, 2, 2. Ну, вот такая вот рогаточка у нас сформировалась. Так. Теперь переключаемся. Там, где у нас были 3 столбика из одного столбика, беремся вот наша верхушечка, самый высокий столбик, да, столбик с накидом. Смотрите, что делаем. Накид. Беремся за верхушечку, ныряем в верхушку. Вытягиваем ниточку. Вот так вот. Но не провязываем, держим на крючке. Считаем 1. Сюда же опять вернулись, вытянули ниточку. Считаем 2. Накид сюда же 3. Накид сюда же 4. Накид сюда же 5. И вот теперь все петельки мы с вами провязываем вместе за один раз, аккуратненько. И обязательно зафиксируем. Вот такой вот у нас пышный столбик, шишечка, бубочка получаются. Здорово. Дальше идет повторение. Опять 2 накида. Там, где у нас были, получается, 3 столбика с общей верхушкой, мы беремся за эту верхушечку и провязываем столбик с 2 накидами. 2, 2, 2 петельки. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Возвращаемся сюда же и провязываем
2 накида. И сюда же провязываем еще один столбик с 2 накидами. Получается вот такая вот рогаточка. Дальше опять будет пышный столбик. Накид. Там, где у нас 3 столбика, из одного столбика выходили, беремся за верхушку столбика с накидом и начинаем набирать петельки. 1, накид сюда же, 2, накид сюда же, 3, накид сюда же, 4, накид сюда же, 5. Все вместе провязали и обязательно зафиксировали, чтобы петельки не расползлись. И вот такой опять пышный столбик. Видите, такой вот объемный, шишечка, бубочка. Вы можете делать 5 петелек, 5 накидов, вы можете делать 6, 7, 8, 9, 10, сколько угодно на ваше усмотрение. Но чем больше вы сделаете петелек и накидов, тем больше пряжи узорчик скушает. Но будет смотреться более эффектно. Так что выбирайте, пробуйте. Все, и вот так вот до конца ряда. Рогатка, бубочка, рогатка, бубочка. Угу. Давайте самостоятельно до конца ряда, в конце ряда встретимся. Посмотрим, что в итоге получится. Получится красиво. Давайте. Так, смотрите, вот наши шишечки, бубочки и рогаточки. Вот первоначально так выглядит. Как мы заканчиваем наш ряд? Вот у нас последняя рогаточка. И теперь делаем накид. И там, где были 2 петельки подъема предыдущего ряда, во вторую петельку беремся и провязываем просто обычный столбик с накидом. 2, 2. Дальше 1 воздушная петелька, поворот. И смотрите внимательно. Вот за верхушку нашей рогаточки одного столбика беремся и провязываем столбик без накида. Теперь желательно, чтобы вы провязывали в каждую петельку. Но если позволяет пряжа, зрение, крючок, да. Если нет, но уже провязывайте в арочку. Я буду провязывать в петельку, мне кажется, так более красиво. Первую петельку в рогаточке провязываем столбиком без накида. Вторую центральную петельку, смотрите, накид, в петельку нырнули и провязываем полустолбик с накидом, полустолбик, 3 петельки вместе, 1. Теперь накид, сюда же опять вернулись в эту же петельку, провязываем столбик с накидом. И опять накид, в эту же петельку вернулись и провязали полустолбик с накидом, 3 петельки вместе. Следующая по порядку петелька в арочке, столбик без накида. А теперь смотрите, ножка нашей арочки получается, да, рогаточки, верхушка пышного столбика и следующая ножка мы будем провязывать вместе. Итак, первая ножка, взяли ниточку, потянули, не провязываем, держим на крючке. Верхушка нашей шишечки, бубочки, взяли ниточку, потянули, не провязываем, держим на крючке. И следующая ножка, следующей рогатки, взяли за верхушечку, получается, держим на крючке. Теперь все вместе провязали. Оп. То есть мы провязали с вами то же самое, что в самом первом ряду узорчика, только сместили в шахматном порядке. Поняли? Давайте еще раз. Итак, вот наши 3 петельки. 1, 2, 3. В первую петельку нырнули, аккуратненько провязали столбик без накида. Во вторую петельку провязываем 3 столбика. Первый столбик у нас полустолбик с накидом, да, 3 петельки вместе. Дальше столбик, полноценный столбик с накидом, по 2 петельки. И сюда же еще один полустолбик с накидом. Последняя петелька цепочки провязываем столбиком без накида. И теперь вторая ножка рогатки, верхушка шишечки и первая ножка следующей рогатки провязываем вместе столбиками без накида. 1, следующий, верхушечка 2 и ножка 3. И все вместе провязали. Поняли, да? Вот такая вот особенность. Опять получается такие вот волны небольшие. Ну, вот такая вот мелкая, аккуратненькая работа. Давайте самостоятельно до конца ряда, и в конце ряда встретимся. Несложно у вас получится. Давайте. Так, смотрите. Вот что мы с вами провязали рядочек вот с такими волнами. Как заканчиваем наш ряд. У нас получается остается ножка от нашей рогатки. Так. И
вот здесь у нас, получается, были петельки подъема. Помните, да? 3 петельки. Так вот, вначале беремся за ножку, вытягиваем ниточку, держим на крючке, не провязываем, а затем, получается, беремся за петельку подъема, вытягиваем ниточку, не провязываем, и теперь 3 петельки провяжем вместе. Все, тут получается всего лишь 2 столбика без накида с общей верхушкой. Далее 4 воздушные петельки. 1, 2, 3, 4. Поворот. 1 воздушная петелька по узорчику. Итого 5 воздушных петелек. Теперь 2 накида. Возвращаемся сюда же, так, откуда мы начинали. Беремся за верхушечку и провязываем столбик с 2 накидами. 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. Поняли, да? То есть точно такая же рогаточка, но только она как бы не такая широкая будет. 1 воздушная петелька только. Дальше накид. Вот там, где у нас был столбик с накидом, да, 3 столбика здесь были. Беремся за верхушку, вытягиваем ниточку, держим на крючке, не провязываем. Считаем 1. Накид. Сюда же опять вернулись. 2. Потянули. Накид. Сюда же вернулись. 3. Накид. Сюда же вернулись. 4 и 5. Теперь все вместе за один раз провязали, зафиксировали. Вот такая шишечка получилась, как и в нашем ряду. Дальше 2 накида. И там, где у нас, вот, помните, 3 столбика с общей верхушкой, беремся за верхушечку и провязываем столбик с 2 накидами. 2, 2, 2 петельки. 3 воздушные. 1, 2, 3. 2 накида. И опять возвращаемся сюда же. И провязываем еще 2, 2, 2. Столбик с 2 накидами. Получается такая рогаточка. Дальше в верхушку следующего столбика с накидом будем опять провязывать пышный столбик. Беремся за верхушечку и вытягиваем ниточку. 1, накид сюда же. 2, накид сюда же. Аккуратненько подтянем сейчас. 3, накид сюда же. 4 и накид сюда же 5. Теперь все петельки вместе за один раз и зафиксировали. Видите, что получается? Получается, мы с вами повторяем точь-в-точь ряд с нашими шишечками, рогатками, только смещен в шахматном порядке. Как вам? Здорово. И все, дальше опять рогаточка. 2 накида, беремся за верхушку наших столбиков и провязываем рогатку. Столбик с 2 накидами, 3 воздушные петельки, 1, 2, 3. И опять сюда же столбик с 2 накидами. Все, понятно? То есть ничего сложного, мы повторяем этот ряд, просто мы его немножко сместили. Все, давайте до конца ряда самостоятельно. Дальше будет шишечка, рогатка, шишечка, рогатка. Встречаемся в конце ряда. У вас получится. Так, смотрите, вот начинает вырисовываться. Красота вот такая вот. Как мы заканчиваем ряд? Точно так же, как и начинали. Да? У нас будет здесь рогаточка, но не полная. Итак, после пышного, получается, нашего столбика, после шишечки, 2 накида. И вот здесь, получается, у нас был петелька подъема и столбик, помните, провязывали без накида. Так вот, в петельку подъема аккуратненько вводим крючок и провязываем столбик с 2 накидами. А потом только 1 воздушную петельку делаем. 1. 2 накида и сюда же возвращаемся и провязываем еще 1 столбик с 2 накидами. То есть такая вот полурогаточка. Дальше 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Поворот, накид. Сюда же опять вернулись и провязали полустолбик с накидом. 3 петельки вместе. Теперь получается, вот 1 воздушная петелька, мы в нее нырнули и провязали столбик без накида. А вторая ножка рогатки, вершина шишечки и первая ножка следующей рогатки у нас будут 3 столбика без накида с общей верхушкой. 1, взяли ниточку, не провязываем. За верхушечку взялись. 2, не провязываем. И первая ножка следующей рогатки 3. Теперь провязали все вместе. Оп. То есть мы сами так уже вязали. Вот наш самый первый ряд мы повторяем. Да?
Вот как мы провязывали непосредственно в петельке, это мы делали вот в третьем ряду. Все, и дальше опять повторение. То есть вот наши 3 воздушные петельки. В первую петельку провязываем столбик без накида. Во вторую провязываем 3 столбика. В начале полустолбик с накидом. Дальше столбик полностью с накидом. И сюда же полустолбик с накидом. Вспоминаете, да? Последняя петелька цепочки провязываем столбиком без накида. И опять 1, 2, 3. 3 столбика без накида с общей верхушкой. 1, 2, 3. И провязали. Поняли, да? То есть мы повторяем все то же самое, что мы вот с вами провязывали. Тут ничего сложного. Угу. Давайте до конца ряда и в конце ряда встречаемся. У вас получится. Так, смотрите, опять провязали ряд с такими маленькими волнами. И как мы заканчиваем данный ряд. Смотрите, у нас здесь, вот, когда был пышный столбик, мы провязали 3 столбика без накида с общей верхушкой. Дальше начинается такой, ну, мини-рогаточка, да? Столбик с 2 накидами, воздушная петелька и 4 петельки подъема. Вот будем работать с ними. Получается, вначале мы беремся за петельку, одну петельку воздушную, которую мы в рогаточке провязывали, и провязываем в нее столбик без накида. А там, где были 4 воздушные петельки подъема, беремся за 4-ю петельку, вот она, и делаем в начале полустолбик с накидом, 3 петельки провязываем вместе, а потом столбик полноценный с накидом. И на этом наш ряд заканчивается. Теперь 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И смотрите, опять получается, там, где у нас были 3 столбика без накида с общей верхушкой, делаем сюда, получается, рогаточку. Столбик с 2 накидами, 3 воздушные петельки и опять столбик с 2 накидами сюда же. Вот она, наша рогаточка. Вот тот самый второй ряд, который мы с вами провязывали. Все, дальше будет шишечка. Накид. И вот в наш столбик с накидом мы начинаем набирать петельки для будущей шишечки. 1, сюда же подтягиваем 2, сюда же 3, 4, 5. Все вместе провязали, зафиксировали. И опять будет рогаточка. Поняли, да? То есть получается сам по себе узорчик 2 ряда. В начале волны, шишечки, волны, шишечки, волны, шишечки. Единственное, что мы будем смещать в шахматном порядке, да? 1, 2, 3, 4. Потом опять 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И вот так вот растет наш узорчик. Как вам? Давайте увеличим образец несколько рядочков. Посмотрим, что в итоге получится. Получится очень даже симпатично. Встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Итак, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот что в итоге у меня получилось. Такой вот воздушный нежный узорчик с пышными столбиками. Узорчик у нас двусторонний. Выбирайте сторону, какая вам больше всего понравится, такая у вас будет лицевой. Очень интересный оригинальный узорчик для шарфиков, палантинов, летних маечек, топиков, да. Ну, в зависимости от пряжи. Какую пряжу возьмете? Из летние изделия, из демисезонные, из зимние. Ну, интересно, согласитесь, да? Вот такая вот красота. Давайте замерим сегодняшнюю красоту. Я, получается, набирала 31 воздушную петельку. Если моей рукой, моей плотностью вязания, моей пряжи, моим крючком, у всех же все по-разному, да? То есть вы обязательно вяжете свой образец своей рукой. У меня, например, это получается вот 15 сантиметров, ну там 15,2 миллиметрика. Так? И тут получается рогаточка и с волнами, это 2 рядочка, да, считаем так. 2, 4, 6, 8, 10. И первый ряд 11. Так, это получается вот 11 сантиметров. То есть, ну, как бы каждый ряд, да, сантиметр. Ну, конечно, не так получается, но смотрите, как быстро узорчик будет расти. Как вам? Я думаю, что очень интересно и, самое главное, несложно. И узорчик, смотрите, за счет воздушных петелек, да, он как бы пряжи скушает не сильно много, но, повторюсь,
шишечки. Вы можете их делать более объемными. Вы можете набирать не как я 5 петель или 5 накидов. Можете 6, 7, 8, 9, 10. Попробуйте, провяжите по пару столбиков, посмотрите, как смотрится. Смотрится, конечно, шикарно, эффектно. Но и пряжи скушает много. Итак, из моих ниточек получается узорчик вот так тянется и вот так. Ну, то есть совсем по чуть-чуть. Вот такая красота. Как вам? Если кто уже что-либо вязал данным узорчиком, нам пишите в комментариях, будет интересно. Если не вязали, подбрасывайте идейки, чтобы связали, с какой пряжи. Угу. Надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Жмите на колокольчик, так вам будут приходить уведомления о новинках на канале. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты и вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.